Каждая вилка такой пасты пропитана ароматом свежих томатов, пряной зеленью, а вкус очень приятный и насыщенный. Наливаю воду, буду варить спагетти. Можно взять любые макаронные изделия, например, спиральки. Макароны рельефной или полой формы лучше всего удерживают соус. В кипящую воду кладу спагетти и варю на минуту или две меньше, чем указано на упаковке. В это время подготавливаю соус. Выбирайте сами, экспериментируйте. В этот раз я взяла больше помидор, чем зелени. Соус с добавлением свежих помидор лучше готового соуса. Сохраняйте рецепт в закладке и готовьте под настроение. Также напомню, что список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Разрезаю помидоры на крупные части, удаляю все лишнее. Базилик мою. Лучше взять только листья. Стебли могут быть грубыми и не поддаться при измельчении. Чистый зеленый лук нарезаю покрупнее. Сюда же помидоры, чеснок и отправляю измельчать при помощи блендера. Также можно воспользоваться мясорубкой. Спагетти готовы. Соус первым отправляю на сковородку. Даю ему забурлить и высыпаю спагетти. Нам нужно смешать и пропитать блюдо соусом. Добавлю вкус: прованские травы, черный молотый перец. Моцарелла придаст сливочный вкус и дополнит блюдо. В заставках к видео оставлю еще несколько интересных рецептов. Такое простое, но очень вкусное блюдо подойдет как для быстрого обеда, так и для особого случая. Добавьте немного свежего базилика сверху для аромата и наслаждайтесь идеальной гармонией вкусов.